Так странно осознавать, что это последнее наше фото вместе. Это был мой первый настоящий поход, и я не знал, что он станет во многих смыслах последним. Сдохни или умри. Сдохни или умри. Я еще никогда не был так близко к панической атаке. Камни падают. Страшно становится туда. Мы легли и не можем больше встать. Это все, что ты можешь? За 8 месяцев до этого мы встретили новый 2021 год в тайге в абсолютной изоляции. Мы надеялись, что он будет лучше, чем 2020, но для меня надежда рухнула вместе со смертью отца от ковида в марте. В августе мы с ребятами снова собрались вместе, чтобы пойти в недельный поход по одним из самых красивых мест Горного Алтая – Шавлинским озерам и долине реки Маашей, через категорийный Нижнешавлинский перевал. Этот трип стал для меня одним из самых тяжелых испытаний за все время моих путешествий. Трансфер довез нас до турбазы Чибит, откуда до начала трейла нас с вещами докинул УАЗик. Я нес самый легкий рюкзак в группе, около 15 килограммов. Тогда мне казалось, что и этого слишком много. Почему вот состав один и тот же неудачников, а? Ну, потому Я что работаю я с людьми. слабенький, травмированный. Ты на себя гребешь. Да. А мы просто лохи с Анечкой, да? К моменту создания этого видео с похода прошло уже 5 лет. Мне захотелось дать голос участникам похода, и я попросил их записать голосовые сообщения, чтобы воскресить впечатление от нашего приключения. Мои воспоминания о походе как будто бы наложились на Ванькино восприятие, как будто это что-то мистическое было. Помню, как мы прошли после мостика, пошли в подъем, и там стояли фигурки деревянные. Черточки или что-то такое было, или домовые. Мой день рождения выпал на первый день похода. Во-первых, я шла в нарядных штанах, потому что это был мой день рождения, как-никак. Когда мы дошли до привала, я супер уставшая была, честно говоря, я думала, мы сейчас поужинаем и просто ляжем спать. Ребята подарили мне торт в походе. Просто вселенский был развод года. На самом деле коврики намного лучше, чем пенка. Ребята подарили мне надувной коврик в походе. План, как это все реализовать. Да. И ребята такие, твоя задача не дать Натахе купить коврик. Куда деть пенки теперь? Мне я свою не брала. Да, в смысле, да, операция, что Катя не брала пенку, поэтому... Так, это все гигантское. Да, просто... Это реально был один из лучших дней рождения там за несколько лет. И я была очень счастлива. Это был последний раз, когда мы праздновали ее день рождения вместе. Помню, как все безобидно начиналось, как обычно начинаются безобидно походы. Помню, что довольно сильно переживал за ребят, которые идут впервые. Я не очень представлял, как вы сдюжите. Сейчас пройдем примерно столько же и выйдем к стояночке на той реке, на том ручье, на котором мы были. Горный Алтай по праву считается одним из самых прекрасных регионов России. Несмотря на то, что туристическая инфраструктура постепенно развивается, здесь по-прежнему полно невиданных и неизвестных широкой публике природных чудес. Чтобы увидеть их, мы и решились на недельный, почти 100-километровый поход через сибирские степи, леса и горы. Нашей первой целью стали Шавлинские озера, признанные одними из самых красивых озер России. Забегая вперед, скажу, что они стали не единственным зрелищем абсолютно невероятной красоты, увиденным на маршруте.
Вань, твоя? Да. Целевая. Это был поход офигенных сюрпризов. Я очень хорошо помню. Это были наклеечки на лицо от Наташи. Мы были просто суперзвезды. Потом у нас был маршмеллоу, который поджег мне небо, и я страдала. Первый ходовой день. Вышли из леса. Там вот мы поднимались. В первый ходовой день, преодолев перевал Орой, мы шли под палящими лучами августовского солнца через бескрайнюю пустошь плато Ештыкол, поросшего карликовой березой. Мы еще не представляли, что всего через пару дней мы будем мерзнуть под снегом. Я помню, что мы сначала шли по вот этому зною летнему, было жарко, мы шли в футболках, бесконечно мазали лицо кремом солнцезащитным. Было классно, что много народу было, приятно, много друзей. Мне казалось, что в этом походе мы были как настоящее братство. Все мы были из Сибири, знали друг друга годы и через многое прошли вместе. Однако практика показывает, что никогда не знаешь, какая встреча с близкими окажется последней. Я думал об этом, вспоминая погибшего отца. Мне казалось, что самое тяжелое для меня уже позади. В моей старой привычной жизни оставалось всего полгода. Мы прошли первый ходовой день, и я очень устал. 15 километров. Сначала вверх, потом вниз. Что еще сказать? Классные блески, Ваня. Трейл красивый, природа огонь. Еще я помню, что у нас было до хрена еды. Это была, наверное, самая нажористая раскладка всех времен, потому что с нами много человек пошли первый раз. Я побоялась, что все будут страдать, и в итоге у нас было овер до хрена еды. Позади был первый ходовой день, а мы уже строили планы на следующие. Little Devil. Как задумал? Это мы немного набираем. Не, немного вообще. Мы сегодня набрали основной. Много набираем. Перевал не Шавлинский. Сколько? Перевал какой? 3250. Я жду озерков. Нормально. Эту незаметную улыбку руководителя похода я пойму 2 днями позднее. Народ, я начинаю раздавать дополнительные печеньки. Окей. А есть там еще чаек? Что-то Да. На всем маршруте похода нет ни одной розетки, поэтому батарейки для камеры дрона приходилось экономить. Хуже того, так как каждую ночь температура опускалась почти до нуля, приходилось спать, обложившись батареями и аккумуляторами. Я буквально грел их своим телом, чтобы заряда хватило на всю неделю похода. Для меня он был одним из самых впечатляющих, самых ярких походов, потому что он был моим первым летним походом. Вот это вот мокрые ботинки, тяжелые рюкзаки, страшные подъемы, узкие тропинки. О, как хочется заново в это все вернуться. А как еще название? Не орешник, На следующий день пейзаж поменялся, и на смену степи пришла тайга. Наш путь лежал вдоль рек Ештыкол и Шавла, постепенно поднимаясь на высоту 2 километров к озеру. Единственными людьми, которых мы встретили за несколько дней пути, были наездники с конными караванами. До Шавлинских озер нет дорог, проходимых на машине, но путь туда можно сократить верхом. А оттуда, к перевалу, куда лежал наш дальнейший путь, лошадям путь заказан. Каменистые осыпи и ледники проходимы только пешком. Нужно ли говорить, что на расстоянии нескольких дней пути не было ни связи, ни магазинов, ни аптек? Случись что, в этой глуши нам приходилось рассчитывать лишь друг на друга и молиться духом леса и гор о милости. На Алтае граница между материальным и нематериальным мирами становится зыбкой,
даже для самых закоренелых материалистов. И весь наш путь к Шавлинским был такой какой-то погожий, солнечный. А чем ближе мы подходили к Шавлинским, тем ниже опускались облака. И у меня такое ощущение, что когда мы подошли к Шавлинским, была такая какая-то полутуманная атмосфера. И мы в лесу, окутанным туманом, ставим лагерь, ходим, бродим вокруг. Само Шавлинское очень красивое. А сам поход был просто сногсшибательных видов. Наверное, я его тоже так запомнила. Он был не очень сложный физически, но он был просто фантастический по видам. Было жутко красиво. Озера невероятные, горы невероятные, звезды офигительные. Очень круто. На берегах Шавлинского озера я снова словил это щемящее чувство, что это то место, откуда я ухожу, чтобы никогда больше сюда не вернуться. За мной находится Нижнее Шавлинское озеро, к которому мы шли 2 дня, преодолев 32 километра по горам пешком. И, блин, это того стоило. Ну, то есть, то, что я вижу, на самом деле не слишком уступает какой-нибудь Патагонии или, не знаю, Альпам. Просто волшебный цвет озера, волшебный цвет гор. Я никогда не думал, что на Алтае может быть так. То есть я Алтай представлял совсем по-другому. Кто бы мог подумать, что вообще не надо ехать на другой край земли и выезжать вообще за пределы страны, чтобы увидеть такую красоту, такую невероятную мощь. Здесь вот ледниковое озеро и сам ледник, и все это такое мрачное, суровая красота, все как я люблю. Мне просто невозможно перестать это фотографировать. Здесь мало вообще кто бывает на самом деле. Сюда можно добраться либо пешком от Чуйского тракта, как это сделали мы, либо на лошадях, либо на вертолете. Ну, в общем, последний вариант, наверное, не для нас. Фишка в том, что это самый легкий был участок нашего трека. То есть мы одолели 2 ходовых дня, и впереди у нас еще 5 дней, и мы идем вверх на перевал, там, где ходило еще меньшее количество людей. Здесь, по крайней мере, есть туристы, здесь есть какая-то инфраструктура в виде туалетов, дальше не будет, возможно, даже троп. И это, наверное, самое хардкорное мое путешествие, самое хардкорное мои приключения. Даже патагонский W-трек по сравнению с этим это полная фигня, потому что, ну, там есть вся инфраструктура для этого, а у нас по факту всю еду, свое жилище мы тоже несем на себе, то есть по 15-20 килограмм рюкзаки у ребят.
Мне кажется, что это невероятно какая-то сложная для меня штука, хотя, в общем, говорят, что это поход такой простой на любителя. Это будет очень быстро. Конечно, стало чище. Я буду ходить с грязной. Мы собираемся выходить на перевал, а сзади, кажется, будет дождь. По крайней мере, выглядит и звучит сейчас очень все драматично. Не расстегнулся пояс. Тот слишком много кушал. Отряд горбунов. Погода испортилась, и сверху надвигается дождик, может быть даже снег. Это самый, по-моему, жесткий подъем в моей жизни. А вот по этой тропе мы поднимаемся. Ну, как тропе? Просто, блин, я не знаю как. Очень круто. Никогда по такой крутой тропе я еще не поднимался. В тот момент мне казалось, что тяжелее в этом походе уже не будет. Катюх, как боевой дух? Как боевой дух? Как блестки? Все еще держится? А все еще держится? Причем очень даже. Да мы тоже два козла видим. Слушай, у меня кармашек сегодня. Как себя чувствуешь? Немножко устала. Но не выглядишь сильно уставшим. Это ты мои ноги не видел. Одно из самых ярких воспоминаний того похода – это мое первое знакомство с курумником. Первые 20 минут мне казалось, что вот буквально каждый мой шаг отделяет меня от смерти. Я вообще не понимала, что происходит, зачем я все это делаю и как вообще возможно передвигаться по этим живым, шевелящимся огромным камням. Мне нравится эта композиция. Люди под тентом. Вань, на улице дождь. Да. Это все, что ты можешь? Там просто солнце заходит очень быстро. Дождь сменился закатом невероятного цвета с радугой, а на утро нас ждало самое жесткое испытание похода – Нижнешавлинский перевал. Просто видно, как облако спускается на нас сверху. Да, там снег сверху выпал, кажется. И вот туда вот мы пойдем сейчас. Мне кажется, сейчас станет просто вообще еще и не видно ничего. Конечно, все очень колоритно. Туман заходит и через эту самую, через впадину. Ваня, мы с тобой не потеряемся зато. И Наташа тоже. И я тоже. Короче, вот все перестало быть видно. За мной вот те горы, которые были видны, только что поглотил туман. И нам предстоит сегодня идти, судя по всему, вслепую. Вот такое приключение. Команда РЖД пошла на штурм горы. Провожающие, выходим из вагона, поезд скоро тронется. Провожающие, выходим из вагона,
Поезд отправляется. Трекинговые дождевики решают. Все так выглядят в них. Отсюда байксерф кажется чем-то вообще нереально. Одолели поле с курумником. На нас опять наступает король ночи. Мы идем в кромешном тумане по скалистому плато. Вообще видимость, наверное, метров 20-30. И нам нужно найти перевал, я так понимаю. Но тропы вообще не видно, я не знаю, как ребята ее видят. Та вот ямка в горах. Ямка в горах, вот прямо перед нами. То нам туда. Мы охереем, да? Мы тебя предупреждали. Ну да. Сдохни или умри. Сдохни или умри. Не, плохая шутка. Перевал все ближе. Здесь из-за отсутствия растительности расстояние очень сильно скрадывается. На самом деле до вот самой до седловины еще несколько километров. И седловина на самом деле очень высокая. Как твои ощущения, дружок? Начинает подмерзать. Ты как-то хаски, тебе бежать? Нам все равно идти. Зачем откладывать неизбежное? Очень тяжелый курумник, осыпается постоянно. Я помню самый вкусный в мире паштет. У нас случился обед, и мы были уже очень замерзшие, уже плохо гнулись пальцы, уже ничего не слушалось. И Алина достала какой-то совершенно волшебный паштет. Господи, этот паштет на вкус был как рай, как поцелуй Господа Бога. Паштет из свиного мозга, который Катя так запомнился. Не ешьте паштет со свиным мозгом, если это не перед Нижнешевлевским переводчиком. Она такая жирная, это пиздец. Какой здоровый камень. Не хотел бы, чтобы он на меня сверху упал. Сил уже нет, а ты все равно идешь. Идешь. Ванечка ноет, но идет. Он молодец. Охренеть просто. Нравятся вот эти вот камни, водруженные на постамент из снега. Ледники очень красивые Правда здесь. красиво. Смотри, вот это вообще космос просто. Мы реально по леднику уйдем. Просто офигеть. Оттуда мы пришли. Туда, вверх мы сейчас полезем. Вот оттуда мы пришли. И забираемся сейчас на перевал. И еще до хера идти. Это реально самая вертикальная гора, на которую я залазил. Это самое тяжелое восхождение в моей, сука, жизни. Так тяжело мне никогда еще не было. Какие-то исландские прям эти пейзажи. Да. Черные. И не скажут, что вчера было 31 августа. Зима. Они озирались на этот огромный ледник серый и говорили, типа, ой, а что, все? И я сидел, еле дыша, закуривая сигаретку, поднимаю на них глаза, типа, в смысле, все, это жесть. Помню большой перевал, все его очень боялись и радовались, когда прошли. Было все не так страшно, мне кажется. Я еще никогда не был так близко к панической атаке во время подъема. Камни падают. Вот это энергия. И когда мы поднялись наверх, наблюдали камнепад. Будто барабаны отбивали, что мы типа такое путь преодолели. Страшное зрелище, камнепад. Особенно страшно, что нам сейчас туда. Зацените масштаб людей по сравнению с тем перевалом, с которого мы спустились сейчас. Это очень было тяжеловато. Прям сыпуха, настоящая сель. А вот куда мы идем?
Вот оттуда постоянно сыплются камни с диким грохотом. Без твоего оранжевого вот этой штуки можно было бы подумать, что видео черно-белое. Мы легли и не можем больше встать. После перевала силы покинули меня, а угроза смерти от камнепада и снегодождь сверху лишал, казалось, всякой надежды на сухой теплый ночлег. В минуту слабости я проклинал поход и тех, кто меня притащил в этот дикий край. И вот по этому бесконечному курумнику мы идем, и идем, и идем. До конца все нет и нет. Кажется, что это будет продолжаться всегда. Конечно, больше всего запомнилась ночевка после перевала Нижнешавлинского. Наверх залез. Сидит. И эта ночь, не знаю, для меня осталась каким-то ключевым воспоминанием похода, когда какой-то как будто был пройден рубеж. И с утра Анька Новикова сказала, что это был какой-то ужас ночью, там гремели камни, был камнепад, она думала, что палатку накроет камнем, а я все проспал. И это волшебное утро, фантастическое, с голубым небом и солнцем, конечно, впечаталось вообще в память. Холодно, морозно, и мы ловим лучи солнца. Внутренне ощущается, как согреваешься моментально. 5-й день похода. Надеюсь, этот день закончится лучше, чем вчерашний. Сзади ледник Маашей. И что это? Вторая по высоте вершина Горного Алтая? Да. Вот. Вторая по высоте после Белухи. И после этого я помню, что сильно поменялась погода. Вот как мы перевал преодолели, стало прям супер ясно, снова солнечно. И офигенные виды на Карагем. Солнце, знаешь, светит, а потом ледяной ветер. Там ледник. Очень круто выглядит. Для меня самая сложная часть похода уже закончилась. Но одна из самых холодных ночевок в неудачной отсыревшей штурмовой палатке не прошла бесследно для другого участника группы. Это был мой первый поход, где меня горняшкой нормально так дернуло. И я заползал в перевал Нижнешавлинский еле-еле. Помню палатку, не самую лучшую палатку, как оказалось, для этих условий, но хваленая штормовая. Намучились мы с ней, да. Вторая половинка похода не очень сильно пощадила, поэтому помню чуть меньше красивого оттуда и чуть больше там своих собственных каких-то переживаний. Склон, как будто гора на нас падает. Ну, день на самом деле, знаете, представляет, вам показывает реальный день. Песок, горы, небо голубое с облачками. Чего еще надо, да? Пятый день пути. За мной просто красота какая-то невероятная. Никогда не думал, что здесь может быть настолько круто. Просто невероятно. Чудеса эквилибристики. На маршруте здесь очень красивые стоянки. Потом была супер классная стоянка на какой-то кедровой полянке, там росли гигантские кедры. Помню, с деревом фантастическим было, с корнями, классная стоянка. Было очень уютно. Помню, как Юрка с Анечкой устроились в корнях кедра и читали книжку. Это какое-то такое, знаете, атмосфера домашнего уюта, как будто камин горит, и мы вокруг него собрались. Наш сыр погрызли какие-то хомяки или крысы, хер знает. Еврашки. Еврашки, может быть. Швейцарский. Пармезан. Ты говорил, что какие-то еще есть озера для радиалки. Озера для радиалки на самом деле и здесь есть тоже, в этой долине.
предпоследний день похода я даже набрался сил, чтобы вскарабкаться по Курумнику в радиальный маршрут к Алёниным озерам. Озера тоже классные были. Помню, как мы в них купались. Они еще местами были льдом покрыты, таким тонким слоем. И вот это тоже дикий контраст, когда супер холодная вода и солнце печет. А вот так выглядит тропа, по которой я иду. Ну как тропа? Это еще не самый жесткий вариант. Речка бы текла где-то там, а мы тут шли спокойно. Раньше здесь было озеро, теперь оно куда-то исчезло, и мы гуляем по его дну. Огромная пустота до самого горизонта. Говорят, что озеро в какой-то провал сливается, подземный. Большое впечатление оставило тоже озеро, ушедшее бесчисленными пищухами, которые бегали вокруг и такие офигевали, что мы тут вообще тут делаем. Это самый эпичный кемпинг ever. Для меня, кстати, самым сложным днем оказался последний. Ну все, ты идешь, у тебя уже легкий рюкзак, ты идешь вниз. Никакого курумника, никакого льда, ничего не скользит, солнышко светит, зелено, птички поют. Казалось бы, иди и наслаждайся. Попрощались с горой. А я иду, и я помню вот это вот ощущение, типа, блин, все заканчивается, и вообще слишком просто, преодоления никакого нет. И я иду, и мне было так тяжело, и так казалось бесконечно это все длится, эта прогулка по прекрасному, залитому солнцем, чудесному горному лесочку. Я страдала. Последний день похода. Поход заканчивается здесь. Самый сложный и тяжелый поход в моей жизни. Не знаю, решусь ли я еще когда-нибудь на такое. Мы зажгли последние бенгальские огни, оставшиеся после встречи Нового года в тайге. На утро от дороги нас подобрал наш трансфер, чтобы отвезти нас в Новосибирск. Я еще не знал, что это мое последнее путешествие по России и последнее приключение с Натахой. Поход оказался успешным. Мы не попали под камнепад, не сорвались с перевала и никто не умер от болезни. Но это был первый и последний большой маршрут, который мы прошли вместе. Через несколько месяцев началась война, которая разбросала участников похода по всему миру, от Аргентины до Германии, и после тем же составом мы больше не собрались. Я эмигрировал, мы расстались с женой, и мне, как другим участникам того похода, пришлось начинать многое в жизни с чистого листа. С каждым прожитым годом прошлая жизнь кажется все менее реальной. Тем ценнее для меня это видео, свидетельство того, что однажды все это действительно было. Если вы хотите поддержать канал, оставьте комментарий, поставьте лайк и подпишитесь.